Миграционный кризис. Тысячи мигрантов из Марокко добрались до испанской Сеуты вплавь. Власти Мадрида стягивают военную технику, а Джорджа Мелони пригрозила приостановить действия Шенгена для Испании. Где находится Муджтаба Хаминеи? Этот вопрос пытаются выяснить ЦРУ и Моссад. В ООН стартовали выборы нового генерального секретаря. Первые инсайды о фаворите. Россия впервые с начала года атаковала Украину северокорейскими баллистическими ракетами. Получила новую партию военной помощи? Перевозчики свободы. Дональд Трамп презентовал новую программу «Фуры для ветеранов», а не мигрантов. Дуров ответил на внесение в список террористов. Кто кого забанит в интернете? УЕФА против ФИФА. В Европе отвергли идею Джанни Инфантино о привлечении частных инвесторов. В Мексике собрали гигантский сэндвич, а в Лондоне прошли юбилейные 10-е гонки резиновых уточек. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. Испанский анклав Сеута пережил один из крупнейших наплывов мигрантов за последние годы. Сотни, а по данным испанского телевидения, до нескольких тысяч человек попытались попасть туда из Марокко. Многие добирались вплавь, используя надувные круги и самодельные плавсредства, другие прорвались через пограничные заграждения. По словам самих мигрантов, они провели в море от 2 до 4 часов. На берегу людям оказывали помощь спасатели и медики. Причиной массовой попытки пересечения границы стали слухи о том, что попасть в Сеуту сейчас стало проще. По словам местных жителей, на марокканской стороне в последние дни у границы собрались сотни людей, ожидавших возможности перейти в Испанию. Для многих это шанс попасть в Европейский Союз и найти работу. Точное число пересекших границу власти пока не называют. Испанская полиция продолжает патрулировать побережье и район пограничного перехода. Тем временем власти Сеуты уже обратились к правительству Испании с просьбой направить армию для усиления охраны границы. В ответ Мадрид объявил, что в анклав перебросят военные подразделения, боевых водолазов и военное судно. Кроме того, численность специальных полицейских подразделений увеличат до 200 сотрудников. Испанские власти рассчитывают, что это позволит восстановить контроль над границей и предотвратить новые массовые попытки ее пересечения. На миграционный кризис в Испании уже отреагировала премьер-министр соседней Италии Джорджа Мелони. Она заявила о готовности принять чрезвычайные меры для защиты границ, вплоть до приостановки действия Шенгенского соглашения с Испанией. Кадры, поступающие из Сеуты, шокируют и вновь показывают, что неконтролируемая нелегальная миграция представляет реальную угрозу безопасности европейских границ. Я провела консультации с министром внутренних дел Маттео Пьянтедози. Италия не будет бездействовать. Мы созываем профильные органы и по итогам этих заседаний готовы принять меры, в том числе чрезвычайные, для защиты наших границ и обеспечения безопасности граждан, вплоть до приостановки действия Шенгенского соглашения с Испанией. Мы не уступим ни на шаг в вопросе нелегальной миграции. Защита границ, борьба с перевозчиками нелегальных мигрантов и обеспечение эффективной депортации останутся неизменной политикой этого правительства. После серии американских ударов по объектам в Иране конфликт продолжает набирать обороты. По данным Центрального командования США, американские военные сохраняют усиленное присутствие в регионе. Корабли и авиация контролируют судоходство в Ормузском проливе, а силы США заявляют о досмотре и перенаправлении коммерческих судов в рамках объявленной морской блокады. Тегеран, в свою очередь, обвиняет Вашингтон в ударах по гражданской инфраструктуре. Иранские власти заявляют об атаках на жилые районы и обещают, что действия США не останутся без ответа. Соединенные Штаты каждый день морают руки новыми преступлениями. Террористическая атака на жилые дома мирных жителей на острове Кешем стала продолжением преступлений, совершенных в Минабе и Ла-Мерде. Американцы привыкли компенсировать пощечины, которые получают на поле боя, проливая кровь невинных людей. Им придется за это ответить. Тем временем западные СМИ сообщают о продолжающихся поисках нового верховного лидера Ирана Муджтабы Хаминеи. По информации The Times, ЦРУ и израильский Моссад уже несколько месяцев не могут установить его местонахождение. Утверждается, что после февральского авиаудара он полностью отказался от использования телефонов и других средств связи, а спецслужбы были вынуждены перейти от технической разведки к агентурной. Официального подтверждения этой информации нет. Параллельно продолжаются политические споры в Вашингтоне. В Сенате республиканцы заблокировали резолюцию, которая ограничивала бы право президента Дональда Трампа продолжать военную операцию против Ирана без согласия Конгресса. Законопроекту не хватило одного голоса. Это означает, что Белый дом сохраняет широкие полномочия для дальнейших военных действий, а перспективы дипломатического урегулирования пока остаются неопределенными. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел в Анкаре встречу с новым главой Хамас Халилом Аль-Хайей и членами его делегации. По данным турецкого МИД,
Фидан поздравил Аль-Хайю с назначением на пост руководителя движения. В свою очередь, представитель Хамас заявил, что организация придерживается конструктивного подхода на мирных переговорах. Во время встречи глава турецкой дипломатии подтвердил поддержку палестинцев и заявил, что Анкара продолжит добиваться доставки гуманитарной помощи в сектор Газа, а также поддерживать усилия, направленные на мирное урегулирование. Халил Аль-Хайя возглавил Хамас в июле, сменив Яхью Синвара, который, по данным израильской стороны, погиб в ходе боевых действий в октябре 2024 года. Саудовская Аравия осудила атаку беспилотников на суда в египетском порту Думьят, в результате которой на борту 2 судов возник пожар, и выразила полную солидарность с Египтом. В заявлении Министерства иностранных дел Саудовской Аравии говорится, что королевство поддерживает все меры, принимаемые Египтом, для сохранения своего суверенитета, защиты безопасности и национальных интересов. Саудовская Аравия стала очередной страной, осудившей предполагаемую атаку. Ранее с аналогичными заявлениями выступили Катар, Лига арабских государств и Министерство иностранных дел Палестины. На произошедшее также отреагировал министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Египет – важный друг и партнер в регионе, и его безопасность имеет для нас первостепенное значение. Мы все должны сохранять бдительность перед лицом израильских заговоров и операций под чужим флагом, направленных на подрыв мира в регионе. Угроза очевидна, она носит общий характер и направлена против единства мусульман. В то же время Египет заявил, что обеспечил альтернативные источники энергоснабжения после атаки на газовое судно в порту Думьят. Власти сообщили, что перебоев с поставками энергии не ожидается, а обстоятельства произошедшего продолжают расследовать. Мы обеспечили альтернативные варианты, диверсифицировав источники энергии и заменив их альтернативными ресурсами. Соответственно, мы немедленно начали использовать эту резервную систему. На данный момент, как вы наверняка следите, ни одна сторона официально не заявила, что несет ответственность за произошедшее. Существуют предположения и различные мнения, но мы не опираемся на предположения или оценки. Государство принимает решения, основываясь на процедурах, анализе и оценке ситуации. Мы действуем только на основе подтвержденных фактов, чтобы обеспечить точность. В настоящее время службы безопасности изучают произошедшее, выясняют источник атаки и оценивают ситуацию, чтобы определить дальнейшие действия египетского государства. Великобритания может скорректировать свою политику в отношении добычи нефти и газа в Северном море. Об этом заявил премьер-министр Энди Бёрнэм после недавнего разговора с президентом США Дональдом Трампом. По словам главы британского правительства, Лондон намерен придерживаться более прагматичного подхода к использованию собственных энергоресурсов. При этом Бёрнэм отметил, что в целом сохранит курс лейбористской партии, но не исключил более гибких решений в вопросе лицензий на добычу нефти и газа. Предыдущее правительство разрешало разрабатывать уже действующие месторождения, однако не выдавало новые лицензии на разведку. Такой подход неоднократно критиковал Дональд Трамп, выступавший за расширение добычи в Северном море. Во время телефонного разговора я дал понять, что, как и сказал на прошлой неделе, буду придерживаться прагматичного подхода к вопросу Северного моря. Именно так я и намерен действовать в дальнейшем. Там есть ресурсы. Когда люди испытывают трудности, нельзя просто игнорировать этот факт. Именно поэтому я сказал об этом президенту. Совет безопасности ООН начал процедуру выбора нового генерального секретаря организации. В Нью-Йорке состоялось первое закрытое неформальное голосование, в котором приняли участие 15 членов Совета. Добрый день. Первый раунд неформального голосования состоялся. О результатах будут проинформированы кандидаты через постоянных представителей государств, которые их выдвинули. Председатель Генеральной Ассамблеи также будет уведомлен о том, что неформальное голосование проведено. Большое спасибо. Господин посол, можно ли нам увидеть пустой бюллетень? Можете показать, как он выглядит? Как визуально устроено это неформальное голосование? Понимаю, что цифры вы не назовете. Нет, цифры я не назову. Но могу сказать, что в бюллетене есть 3 варианта. Поддерживается, не поддерживается и нет мнения. Вы отмечаете один из вариантов, после чего мы подводим результаты по всем членам Совета Безопасности. Господин посол, Совет Безопасности решил, когда состоится следующее неформальное голосование. Сегодня мы этого не решили.
в ближайшие дни станет известно. Но это уже будет при председательстве Дании, поскольку завтра завершается наше председательство. Тогда вы все узнаете в свое время. Почему Совет Безопасности не публикует результаты? Какова логика такого решения? Логика в том, чтобы сохранить процесс закрытым. При этом мы стремимся к прозрачности и эффективности, но не хотим создавать почву для спекуляций. Но так не получается. Нельзя одновременно говорить о прозрачности и не публиковать результаты. Да, потому что это как раз и порождает спекуляции. Такое решение принял Совет Безопасности. Я лишь сообщаю о нем. Я исполняю свои обязанности, а не принимаю эти решения. По итогам предварительного опроса, как сообщили Reuters два дипломата, наибольшую поддержку получила бывший вице-президент Коста-Рики и глава конференции ООН по торговле и развитию Ребекка Гринспан. Второй по числу голосов стала бывший министр иностранных дел Гайаны Кэролин Родригес-Биркет. Официально результаты не публикуются. Их сообщают только самим кандидатам через государства, выдвинувшие их кандидатуры. Всего на пост главы ООН претендуют 7 человек. Среди них руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси, бывший президент Чили Мишель Бачелет, а также представители Эквадора, Сенегала и Уганды. При этом новые кандидаты еще могут присоединиться к гонке. Такие неформальные голосования позволяют оценить уровень поддержки претендентов перед финальным этапом отбора. В конечном итоге Совет Безопасности должен рекомендовать одного кандидата Генеральной Ассамблеи ООН. Для этого необходимо не менее 9 голосов «за» и отсутствие вето со стороны 5 постоянных членов Совета Безопасности. По предварительным данным, Россия применила северокорейскую баллистическую ракету при ударе по поселку Радушное в пригороде Кривого Рога. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, окончательные выводы будут сделаны после проведения всех необходимых экспертиз. В Днепропетровской области, в Радушном возле Кривого Рога, баллистическая ракета попала в дом. Обычный дом обычной семьи. Погибли дети, погибли их родители. Мои соболезнования всем, кто сегодня потерял своих родных. По Радушному россияне впервые за долгое время применили ракету из Северной Кореи. Таковы предварительные данные. Конечно, еще будут экспертизы, все будет проверяться, но на данный момент это северокорейская баллистическая ракета. Союз московских ублюдков с безумным режимом Северной Кореи. Ради ракет, ради северокорейского контингента здесь, в Европе, у наших границ, и ради убийства наших украинских детей. Накануне агентство Reuters со ссылкой на 2 осведомленных источника сообщило, что Россия, вероятно, впервые с начала этого года использовала северокорейскую баллистическую ракету для удара по пригороду Кривого Рога. По информации агентства, после длительного перерыва это может свидетельствовать о получении Москвой новой партии таких ракет. Напомним, впервые Россия начала использовать северокорейские баллистические ракеты в 2023 году. По данным политика, президент США Дональд Трамп предлагает расширить законопроект о новых санкциях против России. По информации издания, он хочет включить в документ положение о введении пошлин в отношении крупнейших покупателей иранской нефти, по аналогии с мерами, предусмотренными для покупателей российской нефти. Как отмечают журналисты, эта инициатива может осложнить прохождение законопроекта через Конгресс, несмотря на то, что его компромиссная версия уже получила предварительное одобрение в Сенате. Ранее по просьбе Трампа в документ уже были включены положения о продлении ряда санкций против Ирана, в том числе вторичных ограничений для иностранных компаний, сотрудничающих с Тегераном. По данным издания, предложение президента вызвало обеспокоенность среди демократов. Они считают, что расширение законопроекта может предоставить Белому дому дополнительные полномочия для введения новых тарифов и санкций в отношении других государств, что, по их мнению, способно привести к экономическим последствиям для самих Соединенных Штатов. Программу «Перевозчики свободы» представил президент США Дональд Трамп. Она предусматривает упрощенное получение коммерческих водительских прав для ветеранов с опытом управления тяжелой военной техникой. По словам Трампа, инициатива также является частью его политики по замене водителей-нелегалов американскими ветеранами. Спасибо всем, что пришли. Сегодня мы предпринимаем меры, чтобы убрать с американских дорог водителей грузовиков, которые находятся в стране нелегально. Мы начинаем очень масштабную инициативу, которая получила огромную поддержку, и заменим их американскими ветеранами, которыми можно гордиться. На протяжении многих лет американские автомагистрали подвергались опасности из-за неквалифицированных нелегальных мигрантов, которые управляли больше грузами. Такими машинами нужно уметь управлять. Это огромная техника.
Для этого необходимы знания и навыки. А у этих людей их нет. Они водят тягачи, фуры и грузовики только потому, что представители радикальных левых властей на уровне штатов выдавали им коммерческие водительские удостоверения, хотя они не имели на это права. В большинстве случаев они даже не говорят по-английски. Будучи президентом, я сделал официальной государственной политикой соблюдение требований к знанию английского языка для водителей грузовиков и поддержку американских дальнобойщиков на американских дорогах. Мы уже отстранили от управления более 24 тысяч водителей, не владеющих английским языком. Кроме того, мы добились аннулирования более 28 тысяч коммерческих водительских удостоверений, которые были незаконно выданы нелегальным мигрантам. Эти документы были выданы незаконно. И пока мы убираем нелегальных мигрантов с дорог, мы одновременно принимаем меры, чтобы заменить этих неквалифицированных водителей высококвалифицированными американскими ветеранами. В рамках нашей новой инициативы Freedom Holders мы называем ее именно так — «Перевозчики свободы». Любой американец, который управлял тяжелой техникой во время службы в армии, автоматически сможет получить коммерческое водительское удостоверение. И это хорошо оплачиваемая работа. Любой ветеран с опытом управления тяжелыми военными автомобилями сможет пропустить повторные дорожные испытания при получении коммерческих прав. Мы сделаем этот процесс максимально простым для ветеранов в течение 2 лет после завершения службы. Те ветераны, которые не были водителями грузовиков в армии, также смогут быстро пройти подготовку. Их обучат, и они освоят все очень быстро. Думаю, обучение займет всего 3-4 недели, после чего они смогут получить водительскую лицензию. Бразилия отказала в выдаче виз 2 американским чиновникам, которые собирались приехать в страну перед президентскими выборами. Об этом заявил президент Луис Инасио Лула да Силва. Я хочу победить их в борьбе за общественное мнение. Я хочу вести борьбу за то, кто говорит правду, а кто лжет. Только на этой неделе нам пришлось отказать в визах 2 молодым людям, которых они отправляли в Бразилию, чтобы вмешиваться в бразильские выборы. Мы заблокировали выдачу виз. По данным журналистов, власти Бразилии сочли, что цель визита могла быть связана с попытками поставить под сомнение надежность национальной избирательной системы. Именно поэтому заявки на въезд были отклонены. В Госдепартаменте США эти обвинения отвергли. Там заявили, что поездка была плановой и соответствовала деятельности Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда. В Вашингтоне также назвали заявления о вмешательстве в выборы необоснованными. Президентские выборы в Бразилии пройдут в октябре. Ожидается, что Лула будет бороться за переизбрание. Его главным соперником называют сенатора Флавио Болсонару, сына бывшего президента Жаира Болсонару и союзника президента США Дональда Трампа. Несмотря на разногласия вокруг ситуации с визами, Лула подчеркнул, что не заинтересован в конфронтации с администрацией Трампа. В Нью-Йорке прошла акция в поддержку государственных программ медицинского страхования Medicare и Medicaid. Ее приурочили к 61-й годовщине принятия закона, который ввел эти программы в США. Участники собрались у больницы Белвью и заявили, что миллионы американцев по-прежнему зависят от государственной медицинской помощи. Они также вновь призвали к созданию системы медицинского страхования для всех жителей страны. Акция прошла на фоне решения администрации Дональда Трампа прекратить после 2026 года программу субсидий, которая помогала сдерживать стоимость некоторых страховых планов Medicare. Организаторы считают, что вопрос здравоохранения станет одной из важных тем предстоящих промежуточных выборов в Конгресс США. Доступ к медицинской помощи никогда не должен зависеть от того, в каком районе вы живете, где работаете или сколько денег у вас на банковском счете. Это базовая человеческая потребность, и к ней нужно относиться как к одному из фундаментальных прав человека. Как говорит моя любимая артистка Карди Би, если законодатели не будут действовать, мы должны дать им ремня. А этот ремень — избирательный бюллетень. Идите голосовать. Воспользуйтесь своим правом голоса и проголосуйте против них. Спасибо. Основатель Telegram Павел Дуров прокомментировал решение российских властей включить его в перечень лиц, причастных к терроризму.
В своем телеграм-канале он заявил, что причиной стало его нежелание выполнять требования о массовой слежке и цензуре в мессенджере. Россия признала меня террористом за то, что я отказался выполнять ее требования о массовой слежке и цензуре в Телеграм. По российским законам мне теперь запрещено публиковать информацию в интернете. Похоже, российские чиновники всерьез запутались в том, кто кого может забанить в интернете. Вслед за этим предприниматель опубликовал мем, в котором сопоставил свой новый статус с фотографией встречи главы российского МИД Сергея Лаврова с представителями движения «Талибан». Напомним, ранее Росфинмониторинг внес Дурова в список лиц, причастных к экстремистской и террористической деятельности. А ФСБ заочно предъявила ему обвинение в содействии терроризму, заявив, что Telegram якобы используется украинскими спецслужбами для вербовки россиян через каналы и чат-боты. Все 55 национальных ассоциаций, входящих в УЕФА, поддержали решение бойкотировать турниры FIFA, если организация не откажется от планов привлечь частных инвесторов к управлению своими соревнованиями. Ранее FIFA объявила о намерении создать дочернюю компанию стоимостью около 20 миллиардов долларов. Именно она должна заниматься коммерческим управлением чемпионатом мира и другими турнирами. До 20% акций новой структуры планируется предложить внешним инвесторам. Президент FIFA Джанни Инфантино заявил, что речь идет лишь о предложении, а не об обязательном решении. FFE — это, по сути, предложение. Оно является частью демократического процесса консультаций. И прежде всего, это возможность, а не обязательство. Слишком малая часть растущей коммерческой стоимости футбола доходит до тех сфер, которые больше всего нуждаются в этих средствах. Чтобы раскрыть этот потенциал, необходимы дополнительные знания, опыт и экспертиза, отличные от тех, что связаны с управлением и развитием самого спорта. Однако в УЕФА считают, что передача даже части контроля над футбольными турнирами частным инвесторам может поставить под угрозу независимость управления мировым футболом. В организации заявили, что европейские сборные не будут участвовать в соревнованиях FIFA до тех пор, пока этот проект не будет полностью отменен, и не появятся гарантии, что подобные инициативы больше не повторятся. В столице Мексики установили новый рекорд Гиннесса. На фестивале Тортафест приготовили самую большую в мире непрерывную линию из сэндвичей, традиционных мексиканских торт. Он растянулся на 100 метров и весил более 1,5 тонн. Над его приготовлением работали десятки поваров, которые укладывали хлеб, мясо, овощи, соусы и другие ингредиенты прямо на площади. После официальных измерений представители книги рекордов Гиннесса подтвердили достижения и вручили организаторам сертификат. К слову, торт остается одним из самых популярных и доступных блюд мексиканской уличной кухни, а фестиваль ежегодно собирает тысячи посетителей. Лондонский Ридженс-канал на один день стал ярко-желтым. В воду одновременно выпустили тысячи резиновых уток. Так в британской столице прошла ежегодная благотворительная гонка в поддержку организации «Космик», которая помогает младенцам и детям, проходящим лечение в отделениях интенсивной терапии. Каждую игрушечную утку можно было приобрести за 4 фунта стерлингов. Перед стартом ей присваивали индивидуальный номер, чтобы участники могли следить за своей спортсменкой и узнать, пересечет ли она финиш первой. Чтобы утки не застревали на маршруте длиной около 100 метров, волонтеры сопровождали их на лодках и саббордах, направляя поток к финишу. За необычным соревнованием наблюдали сотни зрителей. Гонка проходит уже 10-й год подряд. А победителем стал владелец утки, первый добравшийся до финиша. Главный приз — билеты на поезд Евростар.